Привет! У каждого человека есть свои увлечения, будь то игра на гитаре, сбор марок или фотосъемка. И чем больше вам что-то нравится, тем больше хочется развиваться в этом направлении. Скажем, появляется желание прикупить крутой объектив или музыкальный инструмент покачественнее. А если вы любите компьютерные игры, то почему бы не взять какой-нибудь навороченный геймерский аксессуар? Однако бытует мнение, что это всего лишь красивая периферия с подсветкой и не более, но это не совсем так. Доказывать это будем на примере крутых клавиатур от Razer Black Widow Chroma 2 и Black Widow Chroma 2 Tournament Edition. И, конечно, самое главное, эти клавиатуры можно будет выиграть. Чтобы узнать как, досмотрите видео до конца. Приступим! Обе клавиатуры выполнены в едином стиле, который не сильно отличается от предыдущих моделей линейки. Главное изменение – это принты на клавишах. Они уменьшились, а броский грубоватый шрифт заменили на более классический. Кому-то понравится, кому-то нет, но это дело вкуса. Материалом корпуса выступает матовый пластик, который практически не собирает отпечатки. Клавиши очень приятные на ощупь, отчего привычный набор текста способен вызвать эстетическое удовольствие. Ну вот честно, как только я подключила одну из них к компьютеру, просто не могла от нее оторваться. Клавиши, кстати, механические, с ресурсом нажатия в 80 миллионов каждая. Знаете, клавиатура, которой просто приятно пользоваться, дорогого стоит. Если вы решили, что крутость клавиш ограничивается ресурсом нажатий, то вы ошибаетесь. Девайс-то геймерский, нужно же подойти к вопросу с умом, что Razer, собственно, и сделали. Они разработали 3 типа механических переключателей, чтобы дать возможность игроку выбрать, какой ему больше по душе. Первый тип – зеленый, самый громкий, тактильный и менее чувствительный. Далее идет оранжевый. Он производит меньше шума, присутствует тактильный отклик и щелчок срабатывания. Самым тихим является желтый тип клавиш. У него линейный ход и хорошая чувствительность срабатывания. Короче говоря, можете выбрать устройство, которое подходит именно вам. Хотите ли вы громыхать клавишами в ночной тишине или вам больше подходит стиль призрак? Все в ваших руках. Мне досталась черная вдова с зеленым типом клавиш, а Tournament Edition с оранжевым. Кстати, в комплектацию большой Black Widow входит маленький приятный бонус. Это тестер, которым вы можете оценить степень нажатия и выбрать подходящий тип клавиш. После этого его можно превратить в брелок, который светится. Вроде мелочь, а приятно. Все говорим и говорим о звуках. Давайте, наконец, их послушаем. Для фиксации клавиатур на столе есть специальные резиновые вставки. Благодаря им аксессуар очень тяжело сдвинуть с места. Конечно же, никуда не делись и традиционные ножки. В комплектацию обеих клавиатур входит удобная подставка под запястье. Тот случай, когда ты сначала думаешь, такое, зачем она вообще нужна? Потом устанавливаешь ее и расставаться с ней уже не хочется. Она удобная и очень мягкая, выполнена из кожзама с выгравированным логотипом Razer и коннектится к клаве с помощью магнитного крепления. В общем, если устал за компьютером или в лобби, как обычно, ждешь подключения какого-то одного медленного игрока, можно прилечь подремать. Провод подключения солидный, с тканевой оплеткой в обеих случаях. Вот тут-то мы и вступаем на территорию главных различий этих клавиатур, помимо очевидного отсутствия нампада. Знаете, с первого взгляда может показаться, что Tournament Edition – это просто уменьшенная версия новой модели линейки Black Widow. Однако, когда понимаешь истинное предназначение этого устройства, все становится на свои места, но об этом немного позже. В старшей версии провод подключения очень массивный, и это не просто так. Он включает в себя 2 USB и мини-джек, чтобы запитать клавиатуру и подключить к ней наушники и флешку, либо мышку. Или еще одну клавиатуру, но чего нет. Tournament Edition такой фичи лишена. Я даже скажу больше, ее провод вообще отсоединяется. Кстати, к клавиатуре он подключается через мини-USB, что меня удивило. Как-то уже позабыла о его существовании, ну да ладно. Настало время поговорить о предназначении данной клавиатуры. Если перевести название модели, то можно догадаться, для чего она создана. Tournament Edition переводится как издание для турниров. Если вы не просто любитель, а можете назвать себя профессиональным игроком, то и аксессуары вам нужны соответственные.
К тому же, если часто принимать участие в состязаниях, неплохо иметь свое устройство, которое можно всегда брать с собой. Так сказать, боксер со своими перчатками или рок-звезда со своей гитарой. Для этого Tournament Edition и была создана. Приехали на турнир, подключили свою клавиатуру и крошите врагов направо и налево. Вот почему она стремится к компактности, в то время как старшая версия является более стационарным решением. И дело тут не только в наличии нанпада, ведь у нее еще есть дополнительный ряд кнопок, на которые можно назначать свои команды. Целых 5 клавиш могут значительно облегчить вашу жизнь. Клавиатура работает с приложением Razer Synapse. Через него клавишам назначаются разные действия. Запуск приложений, переключение режимов подсветки, горячие клавиши и многое другое. Но самое главное – возможность записывать макросы. Скажем, есть действие, которое активируется определенной комбинацией кнопок. Записав макрос, оно будет выполняться всего одним нажатием. Прикольно ведь? Вместо того, чтобы постоянно вводить B4.4, B8.1 и iZACME, можно всего лишь тыкнуть на пару кнопок и готово. Можете, кстати, написать в комментариях, откуда такие комбинации и что они означают. Посмотрим, сколько среди нас олдфагов. Творчество с макросами никто не ограничивает играми. Можно записывать и вызов диспетчера задач, и Ctrl-Z, в общем, полезно и удобно. Кстати, для создания макроса не обязательно заходить в программу. Зажав кнопку «Функция» и нажав на F9, начинается запись. Таким же способом можно активировать и игровой режим. Он отключает клавишу Windows, а при желании и другие комбинации, которые смогут выбросить вас из игры. Клавиши, кстати, подписаны, так что тут никакой магии. При активации соответствующего режима загорается индикатор на панели. Tournament Edition такой роскоши лишена. Но все вышеперечисленные функции в ней тоже есть. И макросы, и игровой режим. К тому же, как и в старшем собрате, есть функция Razer Hypershift. Она позволяет назначить на одну кнопку несколько макросов и свободно переключаться между ними. Учитывая, что у турнирной версии нет дополнительного ряда клавиш, эта функция может вам очень даже понадобиться. Да, с отдельными кнопками было бы поинтереснее, но с другой стороны, кто на соревновании вам даст их настраивать? Ой, что-то я совсем заговорилась с этими макросами и забыла про маленькую деталь – подсветка. Ну, это, как всегда, вишенка на торте любого аксессуара от Razer. Перефразировав фильм «Большой Лебовски», скажу, что подсветка задает тон всей комнате. Поначалу думаю, что это баловство, да и в целом ненужная фича. Но подключив клавиатуру, понимаешь, что твои суждения ошибочны. Да и в целом задаешься вопросом, как я раньше без этого жила? Обе клавиатуры поддерживают настраиваемую подсветку Razer Chroma, которая включает 16,8 миллионов цветовых оттенков. И, естественно, все это кастомизируется под себя в программе Razer Synapse. Если немного разобраться, можно задать клавиатуре определенный цвет, выделить оттенком нужные вам клавиши, задать понравившиеся эффекты. Или вовсе отключить, хотя это уже не так весело. А если желания разбираться в программе у вас нет, можно включить один из 8 предустановленных режимов подсветки. Выбор за вами. Хотите, чтобы по вашей клавиатуре медленно проходила цветовая волна? Или чтобы клавиши светились, имитируя огонь? Мне лично понравились режимы динамической подсветки и рябь. В общем, возможностей уйма, было бы желание, как говорится. Но не надо думать, что данные клавиатуры не за что поругать. Мне вот не понравилось, что в обеих случаях не подсвечиваются подфункции некоторых кнопок. Активаторы записи макроса, игрового режима, переключения громкости и так нанесены очень мелко, а в темноте и вовсе не видны. И еще, наверное, можно придраться к габаритам и весу. Даже условно-компактная Tournament Edition весит 930 грамм. Старшая же версия черной вдовы с подставкой и вовсе составляет 1,7 килограмма. Но все это, как вы понимаете, субъективно и больше из разряда нужно же к чему-то придраться. И ведь в любом случае плюсы значительно перевешивают минусы. Только одна подсветка чего стоит. Я думаю, не нужно говорить, что такие клавиатуры отлично подойдут любому геймеру. Это и так понятно. Однако, когда говоришь о геймерской периферии, представляешь что-то вроде Black Widow Chroma 2. Большая, с дополнительными кнопками и кучей фич. Но не надо думать, что Tournament Edition ей хоть в чем-то уступает. Она просто компактнее и отлично подойдет игроку, который ценит свободное место на столе.
клавиатура. Хоть основной упор и сделан на геймеров, никто не говорит, что порекомендовать эту клавиатуру нельзя никому, кроме них. Оба аксессуара отлично подойдут любому пользователю ПК, и с этим тяжело поспорить. Но можно поделиться своим мнением в комментариях. Как и обещала в начале, эти шикарные клавиатуры можно выиграть. Переходите в наш блог и выполняйте простые условия розыгрыша. А у меня на сегодня все. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. А еще смотрите уроки мобильной фотографии и топ легендарных смартфонов Siemens. Пока!